Добрый день, мои дорогие зрители! Сегодня нашим подопытным выступит вот такой неизвестный науке разъем. Говорю неизвестный, потому что никто не смог опознать, с какого же разъема эти контакты. Итак, для начала мы его взвесим. Контактов всего 11, а какой же будет вес? А вес у нас чуть более 20 грамм. Для того, чтобы ускорить выщелачивание, кусаем контакт на кусочки. Для начала покрываем наши контакты дистиллированной водой и потом добавляем самодельной азотной кислоты. Кстати, ссылочка о том, как я ее готовлю, в описании к этому видео. Накрываем крышечкой и нам остается немножко подождать. Ну вот, реакция уже началась. Немножечко разогреваем. Началась бурная реакция с выделением диоксида азота. Здесь реакция уже практически закончилась, и мы видим, как начало всплывать наше золотое покрытие. Фильтруем первое отравление. Я фильтровал через бумажный фильтр, через обычную салфетку. И вот на салфеточке остается фольга, золотая фольга. Остались еще несколько кусочков. Травление придется повторить заново. Ну, в общем, после повтора процедуры выщелачивания имеем вот такие две красивые из себя салфетки с шикарным узором. Что ж, готовим царскую водку и будем растворять наши салфетки с узором. Растворение началось, раствор красивый, приятного цвета, но ненадолго. Оказалось, я не совсем хорошо провел вторую фазу выщелачивания, и раствор оказался грязным. Растворение произошло полное. Фильтруем. Что ж делать? После фильтрации растворчик чистенький, но зеленый. А это значит, что в нем много примесей. Чем будем гасить азотку? А давайте попробуем самогоном. Химическая формула у него практически та же, что у спирта, но как-то я не видел, чтобы кто-то применял самогон. Для опыта я взял вот ту самую первую ацетоновую фракцию, разбавил ее примерно до 45 градусов, набираем, будем лить понемножку, буквально по полкубика. Мало ли. Эй, полегче. Что ж так нервно-то? Реакция началась практически сразу, вы видели. Влил я кубиков, наверное, 10 и обомлел. Я сюда еще не добавлял восстановитель золота. А золотая пенка уже плавает. Да какая красивая.
осадок тоже, кстати говоря, радует. Ну, для очистки совести добавляем гидрозин сернокислый. Абсолютно никакой реакции. Скорее всего, золото уже все выпало. Вот оно осело на дно, скоагулировалось. Сливаем раствор, сушим осадок, но в конце концов надо же произвести взвешивание. Опыт опытом, но результат тоже имеет важное значение. Если эти разъемы импортные, это нормально. Ну а у меня пока все. До новых встреч. Спасибо за просмотр. И я всегда жду вас на своем канале.